Запомните простейшую формулу для выпечки хлеба на закваске. 1, 2, 3. Завтра я собираюсь печь вкуснейший хлеб на закваске. Для этого сегодня, вот сейчас вечером, я буду подкармливать свою закваску, чтобы она ожила, и завтра из нее можно было замесить тесто. Подробный рецепт приготовления вот этой чудесной закваски из ржаной муки вы можете посмотреть на нашем канале. Ссылка будет внизу в описании. Итак, это все очень и очень просто. В зависимости от того, сколько закваски вам нужно для теста, столько воды и муки вы добавляете. Мне нужно завтра для теста 200 грамм закваски, поэтому я добавлю 100 грамм муки и 100 грамм обычной воды. Можно использовать белую муку, а можно ржаную, в зависимости от того, какой хлеб вы хотите испечь. Я сегодня буду делать из белой муки. Итак, добавляем сюда 100 грамм муки и 100 миллилитров воды. Очень важно все тщательно, очень хорошо перемешать. Это очень и очень важно. Посмотрите, все хорошенько перемешано. Теперь накрываем чистым кухонным полотенцем и оставляем при комнатной температуре до утра. И утром будем замешивать тесто. Прошло несколько часов, настало утро, рассвело. И посмотрите на нашу закваску. Видите, как она хорошо выросла? Посмотрите, сколько в ней пузырей. То есть она готова к дальнейшей работе. Теперь нам понадобятся вот эти прекрасные кухонные весы. Я добавила вчера 100 грамм муки, 100 миллилитров воды. Поэтому сегодня я достаю эти 200 грамм, 200 миллилитров для своего хлеба. Выпечка – это такое дело, что всегда можно варьировать. Поэтому, если чуть-чуть больше, ничего страшного. Особенно в выпечке хлеба. Запомните простейшую формулу для выпечки хлеба на закваске. 1, 2, 3. Вот эта формула. Что это значит? То есть 1 часть закваски, 2 части воды и 3 части муки. А там тоже можно варьировать. Если вы чувствуете, что вам нравится более жидкое тесто, добавите чуть-чуть больше. Если более густое, добавляйте чуть-чуть меньше жидкости. То есть это тоже по вашему усмотрению. Итак, здесь у нас 215 миллилитров закваски. И я добавлю сюда примерно 430 миллилитров воды. Итак, я обнуляю. Чуть-чуть больше получилось, но тоже ничего страшного. Вот эту нашу оставшуюся закваску мы теперь накрываем плотной крышкой и ставим в холодильник. А вот эту закваску с водой мы вот таким ручным венчиком перемешаем, чтобы закваска хорошо растворилась. И осталось добавить муку. Можете добавить ржаную муку, можете добавить белую муку, можете добавить смесь ржаной и белой муки по вашему усмотрению. Я буду печь разные хлеба и буду показывать, как они выглядят. А сегодня я буду готовить из белой муки. Итак, 3 части муки получается 600 с небольшим грамм. Всегда просеивайте, пожалуйста, вашу муку. Вот я добавила 600 с небольшим грамм муки. И теперь просто рукой замесите тесто. Очень приятно работать вот с этим тестом. Тесто замешано. Перед тем, как добавить соль в это тесто, дайте ему немножечко отдохнуть. Минут 30, 40, час. Накрываем пленкой и примерно через час я продолжу. Прошло около часа. Теперь добавляем сюда соль. Хорошенько вмешаем соль в тесто. Под конец добавляем растительное масло. Вот я отмеряю вот так вот ладошкой. Здесь примерно 50 миллилитров растительного масла. Хорошенько обработаем наше тесто. Почистите края тоже вашей посуды. Для этого можете еще дополнительно чуть-чуть добавить растительное масло.
Посмотрите, какое чудесное тесто у нас получилось. Теперь накрываем опять пленкой и оставляем отдыхать. Ждем, когда тесто увеличится в размере примерно в 2 раза, ну или хотя бы в 1,5. Не торопитесь, пожалуйста. Если хотите получить хороший результат, вкусный хлеб, дайте время вашему тесту. Итак, ждем. Для выпечки хлеба нам понадобится вот такая форма, или такая, или еще какая-то, какая у вас есть, без разницы. Главное, чтобы размер был правильный. Обязательно форму смажьте маслом, пожалуйста. Я вот сегодня буду печь вот в этой форме. Теперь переносим вот это тесто. Как перенести? Вот так возьмем вначале, сложим наше тесто. Смотрите, вот так, вот так, вот так. И теперь берем и переносим вот сюда. Кстати, можете добавить семена какие-то, если вам нравится хлеб с семенами. Подсолнечник, тыква. Можете ничего не добавлять. Вот я иногда добавляю, иногда нет. Опять оставляем наше тесто, чтобы оно повторно поднялось. Потом поставим в духовку и будем выпекать. Итак, накрываем наше тесто и ждем, когда оно поднимется. Я вот этим вот накрою наше тесто. Так как если я накрою пленкой, оно может помешать нашему хлебушку вырасти как положено. Главное, чтобы тесто не подсыхало, не обветривалось, поэтому мы накрываем чем-то. Как всегда, напоминаю, что не торопитесь, пожалуйста. Посмотрите на это тесто, оно готово пойти в духовку. Духовка уже должна быть разогрета до 240 градусов. Ставим на 10 минут при этой температуре, затем уменьшаем до 200 градусов и допекаем минут 30, 40, 45. Смотрите, пожалуйста, по своей духовке и по своему хлебу. Наш чудесный хлеб готов. Я продержала 10 минут при температуре 240 градусов и около 40 минут при температуре 200 градусов. Но всегда смотрите по своей духовке. И еще хочу вам сказать, что хлеб лучше, чтобы перепекся, чем не допекся. Запомните это, пожалуйста. И как проверить готовность хлеба? Посмотрите. Он еще горячий, аккуратно, смотрите, вот так вот по дну хлеба надо постучать. Вот если вот такой звук как бы пустоты, да, то значит ваш хлеб готов. Теперь оставляем хлеб, чтобы он полностью остыл. Ни в коем случае не разрезайте горячий хлеб. Дождемся, пока он полностью остынет, затем разрежем и насладимся. Итак, я оставила хлеб остывать на всю ночь. Теперь можно смело его разрезать. Посмотрите, какой чудесный хлеб у нас получился. И на вкус он очень и очень вкусный. И к тому же еще и полезный. Обязательно приготовьте и попробуйте. Приятного аппетита! Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда внимательно читаю ваши комментарии и по возможности всегда отвечаю.